Итак, мы собрали нашу перемычку. Вот она у нас получилась двухцветная, но это не суть важно. Мы ее подключаем, как я еще раз повторюсь, значит, наш предохранитель мы должны подключить к плюсу нашей системы, плюс 24 вольта. Это вот этот клемма аккумулятора. Предохранитель у нас вот монтируется вот в таком корпусе. То есть его удобнее всего, конечно, смонтировать где-то рядом с инвертором. Так. Выбирать надо такое положение, чтобы вы могли потом кабель, идущий от инвертора к предохранителю, достаточно легко согнуть, чтобы у вас не было никаких дополнительных усилий на корпусе предохранителя. Он, конечно, сделан из хорошего пластика, но тем не менее сломать можно все. Итак. Вот это держатель предохранителя. Вот сам предохранитель. Предохранитель рассчитывается на удвоенную мощность кратковременную, которую у вас, собственно говоря, пропускает ваш кватро. Кватро пропускает в пике 10 киловатт. Данная модель кватро. Соответственно, ваш предохранитель должен быть на 400 ампер. Предохранитель монтируется здесь. Гайка, предохранитель, наконечник, следующая гайка, гровер, гайка. Шайба, да? Я не то сказал. Ну, давай перескажу. Вторая сторона одевается также. Шайба, предохранитель, наконечник, другая шайба, гровер, гайка. Закручиваем, опять же, без лишнего напряжения. После чего одеваем крышку. Предохранитель у нас остается герметически закрытым. Одели. После этого мы должны будем подсоединить наш плюс, выход предохранителя, к нашей клемме аккумулятора. Не пугайтесь, если проскочит небольшая искра. Это нормально. В инверторе установлены на входе мощные конденсаторы, которые, собственно говоря, в момент подсоединения к аккумулятору представляют собой короткое замыкание, поэтому искра проскакивает и быстро заряжает. Собрав вот таким образом систему по низкому напряжению, значит, у нас остается подключение к 220. Итак, для подключения используем кабели нужного сечения. Они рассчитываются по мощности, но только уже по 220 вольт. Вот это в электротехнических справочниках данная информация есть. Поэтому мы их подключаем, допустим, вот вход 1 подключаем с помощью наших разъемов. Надеваем нейтраль. Итак, мы подключили к нашим входам ECN1, нейтраль, линию, фазу. Вот сюда подключается, данной клемме подключается, соответственно, земля. Вот, если у нас есть дополнительные входы-выходы, мы их тоже соответствующим образом подключаем. Вот это у нас выходы. Вот один выход. Вот второй выход. Нейтраль у них общая. Внимание, обратите, пожалуйста, если инвертор может работать в режиме Power Assist, когда он добавляет свою мощность к мощности проходной. Так как данный инвертор, допустим, может пропустить конкретная модель порядка 100 ампер через себя,
Соответственно, и он еще может добавить выходной мощности еще 20 ампер. Поэтому надо рассчитывать толщину проводов именно исходя из этого значения. Вот. Таким образом мы подключаем наши инверторы. К сети 220 вольт необходимо подключать инвертор через автомат защиты, рассчитанный на соответствующую мощность. Выход инвертора тоже 1 или 2, сколько вы будете использовать, тоже необходимо подключать через автомат защиты. Также мы рекомендуем использовать байпас, если какая-то непредвиденная ситуация и вышел из строя инвертор, чтобы у вас не обесточить дом, чтобы вам не обесточить дом ваш. Собственно говоря, вот эти основные требования, которые хотелось бы нам довести до вашего сведения, что, как монтировать. Если возникнут у вас вопросы, не стесняйтесь обращаться в чате, в письмах, в электронных, по электронной почте. Мы с удовольствием вам ответим, поможем. Вот система собрана. Остается закрыть крышку. И, собственно говоря, можно будет уже пользоваться. Про байпас мы сказали. Но надеемся, что в случае использования вами оборудования Victron не ранее, чем через 10 лет у вас возникнут какие-то проблемы.